Миллионы людей по всему миру до сих пор помнят его как человека, который своими словами заставлял поднимать задницу со стула и бегом бежать добиваться в жизни успеха. Грег Плит — это, пожалуй, один из самых заряженных энергией персонажей, которые не просто мотивировали, а по-настоящему заставляли переосмыслить жизнь и начать работать. Выпускник военной академии, бывший рейнджер, модель, актер, человек, который прыгал с парашютом более 2000 раз, более 200 раз оказывался на обложках популярных журналов, сколотил миллионное состояние и стал одним из самых ярких персонажей в индустрии фитнеса в свое время. Но так же быстро, как зажглась звезда Грега, так она и погасла. Этот специальный выпуск на МИМ я посвятил одному из самых загадочных и невероятных людей, которых мне только доводилось обозревать на этом канале. Я подготовил уникальный материал о Греге, который по крупицам собирал на протяжении нескольких месяцев, поэтому перед тем, как мы начнем, не поскупитесь на то, чтобы поставить лайк этому видео и нажать на этот дурацкий колокол, который вечно прячет мои видео от ваших глаз. Ну а мы в это время без долгих предисловий начинаем. Прошло вот уже почти 5 лет, как трагически из жизни ушел Грег Плит, но видео с его словами по сей день выходят на различных каналах по всему интернету. Изучая информацию о Греге, я наткнулся на множество людей, которые по сей день 17 января, то есть в день смерти спортсмена, пишут у себя в инстаграме посты, где вспоминают о том, каким он был человеком и как сильно повлиял на их жизни. Я даже решил совершить немного сумасшедший поступок и написал его матери, e-mail которой нашел в официальном реестре. Женщине на данный момент 68 лет, и я хоть и не очень-то уж верил в то, что она ответит, так и произошло, все же написал ей в надежде узнать больше информации о Греге. Но как бы там ни было, давайте я напомню вам кое-что о Плите, что и так известно. Грег — это не просто фитнес-модель номер один в Америке, это человек, который установил абсолютный рекорд по своему появлению в обложках журналов. Каждый месяц на протяжении 5 лет. Оно и неудивительно, ведь чем больше его лицо мелькало на популярных издательствах, тем больше по сарафанному радио разносились слухи о Греге. Но так было не всегда. Случайно найдя видео молодого IFBB Pro по имени Логан Франклин, я нашел у него на канале небольшой диалог вместе с Грегом Плитом и решил перевести его для вас. Очень рад встрече, мужик, давно слежу за тобой. Ты для меня номер один идол, спасибо тебе за то, что ты делаешь. Спасибо большое, мне очень приятно. Сколько тебе лет, Логан? Мне 23. Круто, у тебя большое будущее. Тебе всего 23, а я пришел со службы, когда мне было 28. У тебя есть целых 5 лет до той точки, с которой я только стартовал, поэтому дерзай, все в твоих руках. Этот отрезок я показал вам не просто так, а для того, чтобы вы понимали, что Грег по сути до 28 лет был никем. Его фамилию знали только те, кто был в близком окружении. Вся его жизнь до этого момента была связана со службой. Он служил в армии в течение 5 лет после окончания Вест-Пойнта в качестве капитана и был командиром роты, ответственной за 184 солдата. Все эти обложки журналов и слава не свалились на него с неба. Как говорил сам спортсмен, когда тебе никто не помогает, единственный человек, на которого ты можешь полагаться, это ты сам. Однажды Грег рассказывал о том, как, придя с армии, он купил все журналы, на обложках которых хотел бы появиться, и стал вписывать e-mailы фотографов в надежде на то, что кто-то ему ответит. Как говорит спортсмен, вы должны научиться продавать, должны убедить человека в том, что именно вы ему подходите. Создайте уникальный образ, сделайте такое тело, которое будет вызывать эмоции. Расскажите историю о себе. Если вы, к примеру, обычный парень с деревни, так расскажите о том, как вы при этом достигли такого тела. Самому Грегу, к слову, удалось зацепить первого фотографа именно при помощи своей истории о службе в армии, поэтому найдите то, что выделяет вас среди других, приложите должное количество усилий, и результат не заставит себя ждать. Что ж, Грег действительно выделялся, и меня до мурашек пробирает тот факт, что он не боялся, например, заплакать на камеру, не боялся выглядеть глупо, и мне кажется, что именно вот это выделяло его среди других, потому что большинство людей в наше время живет с вот такими масками, и они думают, что эти маски позволят им выглядеть и казаться лучше, чем они есть на самом деле, но зачастую это оказывается далеко не так. Этого парня зовут Джимми, и сейчас он дает множество семинаров по всему миру на тему мотивации. Его вдохновителем в свое время стал как раз Грег Плит. В данном видео он рассказывает о прокрастинации. По-простому, это привычка постоянно откладывать свои дела на потом. Однажды Джимми решил, что было бы неплохо встретиться с Грегом лично и поблагодарить его за
все то, что он делает. Ведь речи Грега изменили парню жизнь. Он откладывал эту встречу до тех пор, пока тем трагическим утром Грега не стало. В тот момент парень осознал, что момент упущен, и он больше никогда не сможет пожать руку человеку, который изменил его жизнь навсегда. Эта история учит нас тому, что каждая секунда нашей жизни важна, и что потеря времени – это самая большая потеря, которую мы, к сожалению, осознаем очень поздно. Об этом говорил и сам Грег Плит на одном из своих семинаров, который, кстати, проходил в Австралии всего за 1 месяц до его смерти. Грег говорил о том, что у каждого из сидящих в тот момент в зале был выбор: либо сделать шаг на пути к величию, либо так и остаться неудачниками, вечно обвиняющими обстоятельства. У нас есть самый крутой дар, и этим даром является как раз время. Сделать шаг на пути к величию сложно, но еще сложнее обернуться назад на закате жизни и понять, что ты ее попросту просрал. Однажды на Экспо какой-то из интервьюеров подошел к Грегу спросить пару советов по поводу того, как построить красивое тело, на что тот выдал такую речь, от которой интервьюера начало заряжать мотивацией, и это было видно. Грег никогда с кислой миной не говорил о том, что вопрос глупый или задан неверно. Он всегда давал максимально развернутые ответы даже на те вопросы, которые задавали явно люди, совершенно ничего не мыслящие о спорте. Для тех, кто зашел на видео впервые и совсем не знаком с личностью и трагической смертью Грега, напомню, что погиб он в попытке записать рекламный ролик для энергетического напитка. На видео Грег должен был обогнать поезд, но что-то пошло не по плану. Спортсмен оступился и был сбит составом. В это не могли поверить ни друзья, ни те, кто знал Грега близко. Ведь несмотря на всю его безбашенность, он бы не стал рисковать своей жизнью ради удачного кадра для рекламы какого-то энергетика. Как бы там ни было, после случившегося информация об этом происшествии не становилась больше. Насколько я знаю, по сей день нет достоверной стопроцентной информации о том, как именно это произошло. Во всяком случае в свободном доступе, но по большому счету это и не важно. Ведь человека больше нет, и выяснять подробности его смерти нет никакого смысла. Давайте лучше поговорим о том, что пишут друзья Грега спустя длительный промежуток времени. Например, актриса Мелани Марден, страницу которой я пролистал до самого конца, а там на минуточку аж 1800 публикаций, в начале каждого года вспоминала о Плите. Незадолго до случившегося они вместе записывали шоу про двух друзей, которые пытаются вывести свои отношения на новый уровень. Что бы это ни значило. Вот что девушка написала о Греге спустя 2 года. «Прошло 2 года и 1 день, как я не видела твою улыбку. Я так благодарна судьбе за то, что мы сделали шоу вместе, так как это дало нам время по-настоящему подружиться с тобой, за что я всегда буду благодарна. Я не хотела ничего публиковать и думала лишь тихо вспомнить о тебе в одиночестве, но потом все-таки решилась. Я всегда хотела жить так, как ты, и я буду продолжать делать это в твою честь. У тебя был дар заставлять людей поверить в себя и убеждать их в том, что они способны на большее. Ты был ангелом в этом мире, который слишком рано нас покинул. Я считаю, что свою работу ты выполнил в полной мере. Герои не умирают, и в моем сердце ты будешь жить вечно». Мелани Марден. Также о Греге вспоминала и его девушка Кристина Стейскал, назвав Грега лучшим человеком, который только жил на Земле. А сайт bodybuilding.com выпустил ролик с заголовком «В память о Греге Плите. Мы скучаем по тебе». В этом видео они показали фрагменты совместных тренировок, вдохновляющие слова самого Грега и смешные неудавшиеся дубли. Pain, equity, sweat equity. Everything that got me to #1 guy in the country. Fuck. Вспоминая о Греге, нельзя забыть и тот фрагмент с собакой, которая тяжело заболела, и Грегу пришлось усыпить животное прямо у себя на руках. Это было невероятно трогательное видео, которое просто невозможно было смотреть без слез. Я глубоко убежден, что именно такая жизнь, как у Грега, делает этот мир несоизмеримо лучше, ведь столько людей, и я в том числе, поверили в себя и начали записывать свои видео, делая действия, на которые, как раньше казалось, они были просто не способны. Множество фитнес-моделей, спортсменов, которых вы смотрите сейчас, вдохновлялись именно Грегом. Тот же Игорь Войтенко, которого сейчас знает почти каждый спортсмен, тоже в свое время был фанатом Грега Плита и слушал все его речи до дыр, пытаясь
обрести точно такой же стимул и идти своей дорогой, мотивируя других на своем пути. Вы, к слову, часто спрашиваете меня по поводу Игоря и о том, как я к нему отношусь. Считаю неуместным делиться этой информацией здесь, да и вообще посвящать этому свои выпуски, поэтому, друзья, если вам правда интересна эта информация, я специально записал подкаст на эту тему в своей телеграм-группе. Также я выложу все интересные видеофрагменты и материалы из этого видео там же, поэтому переходите по ссылке в описании, свой телеграм-канал я оставлю именно там. Знаете, я мог бы говорить о Греге еще, наверное, минут 40, если бы не мой хронометраж, поэтому давайте мы с вами договоримся о следующем. Если выпуск вам правда понравился, дайте мне знать об этом в комментариях, и я сделаю еще один, а то и 2 выпуска о Греге. Ведь информации правда еще очень много, поэтому если я увижу, что фанатов атлета по сей день много и есть смысл продолжать, я без всяких колебаний примусь записывать новые сюжеты о нем, ведь этот человек в свое время сильно повлиял на меня и мое мировоззрение, так что я буду только рад рассказывать о нем, продолжая его наследие. Ну а на этом все, друзья, еще увидимся, пока.